Всем доброго утра, друзья мои. Честно говоря, я решила сигнорировать абсолютно всяких ничтожеств, которые пытаются сумничать и лезут туда, где они никто, и звать их никак. Но поскольку откровенно коверкают мои лекции, которые я уже давно снимала для зрителей. Ну, по крайней мере, подобные лекции я сняла, наверное, 6-7 лет назад. И когда пустоголовые лезут в такую сложную тему, ну, потому что я вам говорила и повторяюсь, дуракам легче живется, им всегда кажется, что они все знают, все умеют, и ничему обучаться им не нужно, они и так умные. Хотя, если так подумать, знаете, есть толк в этих существах. По крайней мере, появляется повод повторить иногда или обновить те знания, которые я передала людям. Я вам скажу, что такие люди сами по себе очень несчастные, потому что желание мстить, сделать гадость появляется только у людей очень несчастных. И потому, когда мне говорят об этом, я очень спокойно к этому отношусь. Всему свой срок. Такие появлялись, исчезали, их было очень много. Все они руководствовались одним понятием – зависть. Хотя все маскировались под желание справедливости, спасти всех в мире. Значит, данное существо просто смешно, если честно. Знаете, есть трусливая часть людей, которые всегда ссылаются на других, скидывают ответственность на других. Вот маги, все маги, колдуны, все там что-то кому-то сказали, спрашивала всех магов-колдунов. А у тебя что, нет своих знаний, нет своего мнения и мозга? Другие должны нести ответственность за ту ересь, которую ты сейчас несешь? Да, всегда трусливые личности, они перекладывают ответственность на других. Чтобы завтра сказать, ну, я, конечно, может, и ошиблась, но просто вот мне все маги и колдуны там что-то сказали. Потом, всегда трусливая личность жмется к толпе. Нас много, понимаете? Вот, у меня друзья, столько людей, мне там они говорят, подсказывают. Вообще, ведьмы, они одиночки. И все знания, которые у них есть, ко всему они приходят сами в этой жизни. Одна часть подсознательная, другая обученная со временем. То есть развивает в себе это, раскрывается это им. Во-первых, в мире нет такого огромного количества магов и колдунов. Их очень мало, настоящих практиков. Именно поэтому, скажем так, редкие люди могут ясновидеть, редким людям дана сила. Все остальные просто делают бизнес под этим названием, а некоторым не хватает славы. И самая легкая дорога к славе – это себя назвать ведьмой, где-нибудь что-нибудь прочитать и просто нести ахинею. У каждого есть свой зритель. Ни одна ведьма никогда в жизни не ходит по каким-то магам, колдунам, чтобы они что-то ей сказали, объяснили. Ну, честно, я даже не знаю, какое определение вообще подобным существам дать. Это ж не первый раз. На что они надеются? Вот есть подсознательное такое ощущение страха у этих людей, когда они приписывают себя к части какой-то там
какого-то сообщества магов, колдунов, великих знатоков и так далее, им как-то не так страшно. Потом, если что, можно все это свалить на каких-то мифических магов-колдунов, которые ей какие-то советы дали, объяснили. Но человек, поскольку скудоумен, то есть у нее там понятий нету, дальше не идет, мозг не особо развит, то человек не понимает, не осознает, что такими выражениями себя унижает, как школьник, знаете. Я вот ходила, мне вот сказали, а где твой разум, а где твои наработки? А как ты пришла к этому знанию? Значит, ты ноль, ты никто. Тебе кто-то что-то должен говорить, и тогда ты должна выйти на арену цирка и выступать. Ну ладно, забудем про ничтожество. Поскольку пытаются коверкать мои лекции, я все-таки обновлю. Не знаю, у меня будет ли желание дальше обновлять лекции, потому что я считаю, что есть оригинал, можно посмотреть. Но этот я точно обновлю. Значит, 3 типа ведьм, друзья мои. Первое. Природные ведьмы. Ну, не имеет значения, как я перечисляю. Это не говорит о первенстве и так далее. Просто перечисляем. Первое. Это природные ведьмы, прирожденные ведьмы и обученные ведьмы. Природные ведьмы – это люди жреческих родов. То есть это наследники жреческих родов, которым не передалась именно сила, та самая сила, которая вселяется с одной ведьмы в другую. Она не передалась. Но они обладают определенными подсознательными знаниями, они защищены, и их сопутствует удача. Эти люди могут даже не верить в магию. Однако, где бы они ни появлялись, какие бы у них вокруг не образовались враги или какие-то там недруги, со временем это все разрушается, уходит в никуда, и никто не может с ней справиться. Часто ее называют ведьмой. Ну, например, у нас была одна директриса, которую и прокуратура, и милиция, и чем только не пытались снять. Никак не сняли. Ее там обвиняли в каких-то махинациях. Да, действительно, такое было. То есть не безосновательно все это было, но ее снять не получалось. Как бы ни пытались. Она была удачливая женщина и просто шла вперед, иногда и по головам. Это природная ведьма. Она не верила в магию, там никуда не ходила. Я 100% это знаю. Я знаю этого человека, то есть близко знала. Но ее никто не мог одолеть, и она была очень успешный человек. Это один пример. Ну, например, к природным ведьмам можно отнести известных певиц с очень такими хорошими вокальными данными, которые, преодолев трудности в жизни, поднялись, и им какая-то сила все время помогала. Убирали врагов, которые встречались на пути, убирали препятствия. Они источают такой шарм, притягательность, понимаете? В них влюбляются миллионы. То же самое можно отнести к известным актрисам. То есть к талантливым актрисам, которые покоряли публику. Ну, природный ведьмак то же самое. Не будем сейчас перечислять, мы говорим пока о женщинах. То же самое. Это очень притягательные люди. Их еще можно назвать чертовски притягательные люди. Люди, которые создают себе знакомства, где бы они ни были, которые оборачивают в свою пользу любую ситуацию. Это природные ведьмы. Это люди, которые являются потомками жреческих родов. Им не дают ту силу, которая нужна для того, чтобы практиковать. Но им дают ту удачу и защиту, которая должна быть у всех потомков жреческих родов. И эти люди по природе своей ведьмы. То есть не колдуньи,
Вот ведьма становится колдуньей, когда начинает заниматься колдовством. Ну, в вашем понимании магии, а вообще это называется уже колдовство, потому что магия переводится мудрость, мироздание. Магия – это я вам даю эту магию. Как делать, что, каким образом приходить, просить у духов, у сил, у богов и получать. Это магия. Колдовство – это немного более темные дебри. Это обращение к темным богам. Это обращение к демоническим силам и так далее. Это углубленные, более такие где-то зловещие дебри, которые лезть обычному человеку не стоит. Так вот, природные ведьмы, природных ведьм намного больше, чем прирожденных ведьм. Но природные ведьмы не занимаются магией. Однако, вот, например, те мои зрители, которые говорят, что у них сразу начинает получаться все, что им в жизни что-то сопутствует, что их обидчиков наказывала какая-то сила. Это красивые люди. Даже если они некрасивы физически, они притягательны. То есть они симпатичны, они интересны. Вот люди, которые, как только берут какой-либо заговор, у них тут же получается, это природные ведьмы. Люди, которые от жизни могут получить все, что хотят, это природные ведьмы. У них очень сильно развито чутье. Они чувствуют наперед какие-то шаги своих врагов и опережают их. То есть против них воевать бесполезно. Они очень защищенные люди. Да, против ведьм воевать опасно, потому что рано или поздно, знаете, как игры играют силы. Они сначала тебе дают, вот как в казино. Давай дальше, вроде все нормально. Или что-то случилось, ты приписываешь, например, к случаю. Ну, так получилось, это ничего страшного. Не понимаешь ты знаки, не понимаешь, когда тебя предупреждают силы отойти. А потом просто по голове бьют, и все, это все заканчивается. А вот природным ведьмам у них немножко по-другому. У них может быть не настолько сильное наказание своих врагов, но в любом случае их трогать не дают. Итак, природные ведьмы – это потомки жреческих родов. У них есть защита, у них есть удача, у них есть чутье. Они видят очень яркие такие вещи, сны, их предупреждают. У них очень хорошая связь с мирозданием. Они могут чувствовать мертвый мир. То есть не работать с ними, но иногда чувствовать, что они пришли или во сне пришли предупреждать и так далее. То есть, по сути, можно природную ведьму спутать с прирожденной, но природной ведьме та сила не дана. Природной ведьме все, что дано, это дано только для того, чтобы она сама поднялась для себя, для своих детей. Все. Теперь прирожденные ведьмы. Прирожденные ведьмы – это родовые ведьмы. Это точно такие же потомки жрецов, но которым эта сила дана. В отличие от природных ведьм, прирожденные ведьмы обязаны и должны заниматься колдовством. Они никуда не денутся. Их все равно вернут обратно в ремесло, и они будут заниматься колдовством рано или поздно. Как бы они ни пытались этого избегать. Но самый поздний срок, когда они начинают заниматься колдовством, это 19-20 лет, 23 года, может быть. То есть позже не бывает. Если человек решил, что она ведьма в 40-50 лет, это смешно. Она изначально ведьма, с малых лет. К ней приходят эти образы, к ней приходят всякие видения и прочее. Очень странный ребенок. И изначально она думает, что все такие, и этому не удивляется. Но потом понимает, что она не такая, как все. Начинает скрывать свои видения, чтобы ее за сумасшедшую не принимали. У нее очень сильная связь с миром духов, с миром мертвых. Но прирожденные ведьмы делятся на 3 категории в том числе. Значит, первое
это в начале пути, то есть это молодые, которые только начали свою дорогу, они даже не понимают, зачем им это надо, что. Ну, вот так подсознательно их ведет, особенно после смерти бабушки. Это их мучает, это очень непросто, это тяжело, это дается через болезни, через трудности и прочее. Они осознают себя постепенно. Вторая категория – это среднее звено ведьм. Среднее звено ведьм преобладает, потому что основное количество ведьм они берут уже готовые и используют. Но это, в принципе, нормально. Очень многие ведьмы веками так и работали, особо не создавали, может быть, несколько работ свое для себя. Но в основном они брали уже готовые и создавали, то есть и работали с людьми очень успешно всю свою жизнь. Ну, брали у бабушек, прабабушек. И этого им было достаточно, чтобы всю жизнь принимать людей и, собственно говоря, замечательно делать свое дело. И есть начальное звено ведьм, то есть старшее звено ведьм называется. Это ведьмы, которые создают. Это ведьмы, которые создают, которые оставляют после себя труд для того, чтобы другие потом пользовались. Точно так же веками и тысячелетиями. То есть им дано создавать. К таким ведьмам, например, приходили для того, чтобы узнать, как вылечить ту или иную болезнь, как заговорить ту или иную беду и так далее. Потому что знали, что первое звено ведьм, им дано на подсознательном уровне создавать. Они знают, то есть они изобретают различные методы для различных проблем, различных бедствий, как исправить, как помочь, ну или наоборот, как наказать, и такое тоже возможно. Но старшее звено ведьмы их еще называют, или первое звено ведьм, у них больше ответственности, они больше берут на себя ударов, потому что они всегда в центре внимания, то есть их знают больше, как правило. И, естественно, к ним больше не то чтобы претензии, но, по крайней мере, целью, мишенью они являются чаще, чем среднее звено ведьм, потому что они на виду, потому что они сильнее и потому что они большего добиваются в жизни. Даже не в материальном плане, а именно в плане создания своего имени. Но звено ведьм, которое называется среднее, если там есть разумные, а там есть разумные в основном, эти люди, понимая ответственность этого человека, относятся с уважением к этому человеку и пользуются работами, созданными этим человеком. Так, и обсудили с вами прирожденные ведьмы. Это родовые ведьмы. И третья категория – это обученные ведьмы. Обученные ведьмы, как правило, это люди, которые приходят в магию с двумя целями. Первое – это неудачные, то есть неудачливые женщины, как правило, которые потерпели поражение на любовном фронте, и они приходят, чтобы приворожить мужчину. Чаще всего обученные ведьмы лезут в магию, в колдовство изначально с целью приворожить мужчину, привязать к себе. Потом их затягивает, они начинают думать о том, что можно на этом заработать, почему бы нет. Тем более, что в мире очень много неразумных людей, которые тут же поверят. Мы знаем, что приворот самый ходовой товар, и этим пользовались веками подобные люди. Вы не думаете, что только сейчас так, во все времена так было, начиная от средних веков и заканчивая недавними веками. Приворожить мужчину, отворожить, отвернуть от любовницы и все такое. Всегда ходили к подобным женщинам. Но тем, кто везло, ходили к настоящим ведьмам, а кому не везло, ходили вот к таким обученным.
И второй момент – деньги. Люди, которые не особо-то желают работать. Я, например, не буду сейчас называть, кто у нас тут школы огромные открывал и посвящал. К этому человеку ходили огромное количество девушек из эскорт-услуг. То есть они считали, что они могут стать ведьмами, женщины, которые себя раздаривают всем подряд. Я их не осуждаю, я могу их только пожалеть, но у них нет той энергии, того разрешения, чтобы колдовать. Совершенно. Я это знаю, потому что эти девушки потом приходили ко мне на прием. И, собственно говоря, многих из них я вытащила из этой грязи. У них семьи, у многих сейчас дети. И они до сих пор мне пишут иногда. Но объясняю, что вот девушки, которые особо ничего делать не желают. Ну, вот так вот они и созданы. Они считают, что это легкие деньги, легче простого именно себя продавать. И подобные девушки с таким же энтузиазмом взялись за колдовство, за магию. Тоже с такой же целью. Просто заработать. Заработать из ничего деньги. Ничего не делая, как им казалось. У обученных ведьм, как правило, направление то, которое более ходовое, скажем так, грубо говоря. Более востребованные. А именно приворот, отворот, присушки и прочее, прочее. Как правило, очень редко они что-то другое изучают или интересуются. Они до конца и не понимают, что такое магия. Их интересует только один вопрос. Как делается приворот, каким образом делать. Сначала они пытаются действительно что-то сделать, у них получается где-то. Потом они начинают халтурить. Они просто начинают брать деньги, то есть это им кружит голову, они просто берут деньги, ничего не делают. В итоге, естественно, начинается недовольство людей, начинаются скандалы и все прочее. Обученные ведьмы чаще всего уходят из магии. Они любят участвовать в разных шоу. Это им нравится, потому что это резкая, быстрая слава. Это люди беспринципные. С этими людьми легче простого заключить контракт и, скажем так, открыть какой-то салон, они будут работать. Они очень послушно будут выполнять все, что скажет им их хозяин. То есть надо будет им приписать порчи, вот им дают инструкцию. Вот сегодня 10 человек, предположим, из них там у 9 должна быть порча и все прочее. Надо больше денег зарабатывать. Она это сделает, потому что она до конца не осознает, не понимает, что такое магия. И магия для нее это просто игра. И ей кажется, что у всех, кто магией занимается, то же самое. Просто, может быть, они умнее, они получше могут что-то там изобрести. А так они делают то же самое. Точно как и я, что-то там прочитали, пришли, и, собственно говоря, никакой разницы. Через некоторое время вот этих всех участников всяких битв вы увидите уже в других местах. Кто-то пытается петь, кто-то находит богатого любовника, на время уходит и куда-то исчезает. Кто-то потом кончает с собой. Очень многие из них умирают быстро и рано. И если они умнеют, если они понимают, к чему это приведет, к каким катастрофам, и уходят из этой сферы, уходят, то, естественно, силы магии их отпускают. Если нет, то они плохо заканчивают. Это обученные ведьмы. Они никогда не добьются никаких успехов в магии, потому что их туда не звали. Скорее, природной ведьме, может быть, дадут возможность где-то лезть в колдовство, но предупреждая ее, вытащат оттуда без каких-то последствий, чем обученную ведьму. Потому что обученные ведьмы – это, как правило, те люди, которые лезут в магию, уже сказала, по двум целям – приворожить и заработать денег. Других целей у этих людей нету.
Они не осознают, что такое магия, у них нет преданности этим силам, у них нет, знаете, отдачи, у них нет ничего. Они не чувствуют, они не любят эту силу. Она им просто нужна как средство для наживы, как для денег. То есть они поняли, что, оказывается, можно просто хорошо сидеть там, кому-то лапшу вешать, тем более, что есть очень много внушаемых людей, которым не обязательно рассказывать что-либо. Они достаточно им, то есть сказать, что у них порча. Они сами принесут какие-то фотографии, указать, да, вот это и есть, она тебе делает, и этого достаточно. Многие люди хотят услышать то, что хотят услышать. Очень мало кто действительно принимает правду, и мало кто требует какого-либо ясновидения, тем более, что многие люди понятия не имеют, что прежде чем начать работу с человеком, ведьма должна увидеть жизнь этого человека. И они думают, что колдовство это и есть указывать на какие-то порчи без никаких объяснений, то есть сразу же отправлять чиститься или делать какой-то приворот. Именно поэтому обученные ведьмы одно время процветают, а потом они исчезают. Потом они куда-то деваются, куда-то исчезают. У этих людей ничего не открывается, они никакую силу в себе не взращивают, никак не развиваются. Я уже сказала, для того, чтобы развиваться в какой-либо сфере вообще человеческой деятельности, нужно эту сферу деятельности любить, понимать, быть преданным. А эти люди не понимают, что это такое. Это для них просто способ заработать денег. Как они могут любить или развиваться? Зачем им это нужно? Им это не нужно. Они туда не углубляются. И даже если бы они углублялись туда, их никто не звал. Этим людям не дано ничего совершенно. Не, скажем так, внутреннего чутья, не понимания чего-либо. Потому что если бы внутреннее чутье у них было развито, они бы туда не лезли. Никогда. У них есть алчность. И у них есть желание прославиться. Прославиться очень быстро, очень, как бы вам сказать, просто так, ни за что, да, без каких-либо заслуг. И поэтому они самые такие удобные для всяких шоу, для всяких больших каких-то магических центров и прочее. Более всего именно такие люди ходят в школу магии и прочее, прочее. Но никто из них еще в этих школах, никто из этих школ не вышел обученными, знающими или чего-то добился в жизни. Как правило, просто потратили деньги, попробовали свои силы, влезли в магию, заработали немного, а потом начинается болезни, сумасшествие, как правило, разбитая жизнь, разрушенная семья и все прочее. И они с этим всем заканчивают. Если они не заканчивают сами, то они просто умирают. И умирают рано. И еще раз вам говорю, эти все битвы вам в пример. На кого пальцем не покажешь, что-то с ним случилось, куда-то он исчез, непонятно, что с ним происходит, или умер, или покончил с собой, или пошел по пути алкоголизма или еще чего-нибудь похуже, и все на этом. Это все закончилось, собственно говоря. Вот что касается обученных ведьм. Итак, обновим. 3 типа ведьм. Природные ведьмы, прирожденные ведьмы и обученные ведьмы. Прирожденные ведьмы тоже делятся на 3 категории. Начинающие, среднее звено ведьм и старшее звено или первое звено ведьм. Далее. Кто такие коронованные ведьмы? Друзья мои, коронованные ведьмы – это не ведьмы, которых короновали, как воров в законе, где-то там в лесу. Коронованными ведьмами называются женщины, у которых по роду передается эта сила. И чем больше бабушек в роду обладали этой силой, тем сильнее она сама, естественно, с этим багажом знаний и с этой сильной сущностью внутри, которая из поколения в поколение передается. И коронованными ведьмами называют ведьм, которым дано вот все сферы магии. То есть ясновидение,
способности медиума, то есть она может войти в контакт с мертвыми, которая понимает в темных дебрях магии, которая знает денежную магию, любовную магию, которая знает демонологию, то есть она не по книгам изучала, она шла к этому сама и сама с ними контактировала и за свою жизнь поняла их повадки, поняла, и они сами вступили с ней в контакт, то есть они подсознательно, это не означает, что демоны приходят, садятся напротив тебя и пьют чай, нет, это происходит на подсознательном уровне. Коронованные ведьмы – это ведьмы, которые неуязвимы, и когда много лет практики этих ведьм показывает, что, скажем так, 90% их работы получается. То есть это ведьмы, у которых, в принципе, провалов каких-то или недочетов увидеть невозможно. Это ведьмы, у которых успешное колдовство, и ведьмы, которым открываются тайны, вселенские тайны, и она может логически их разложить, объяснить и так далее. Этих людей называют коронованными. Но это не означает, что они ходят и вот машут этой короной. Кроме всего прочего, корона – это сила, это способность, это сила, это знание, и это родовая сила, которая передается от бабушки к внучке. Называется корона. Корона магии. То есть все эти знания, весь этот багаж знаний переходит от бабушки к внучке. Но не от простой бабушки, а от такой же бабушки, которая могла видеть мертвый мир, могла призвать сущности и силы, которые намного выше по иерархии, чем обычные бродячие сущности, которых вокруг много. То есть корона – это сила. И ведьма коронованная та, которая взяла эту силу и эти способности со всех сторон. То есть практически любая сфера магии ей доступна и понятна. А если есть какие-то сферы магии, которые она, скажем, за свою жизнь присваивает и понимает, и обучается, сама к этому приходит, да? Вообще ведьмы ни у кого не обучаются, ни у кого советов не спрашивают. Они очень ревностно относятся к своей работе. Никогда ведьма не будет ходить, спрашивать что-то мнение, как вы думаете, вот как вы скажете, Михаил Петрович, стоит ли мне такое что-то снять, сказать. Это смешно. Это настолько, знаете, беспомощно звучит, что просто даже обсуждать не нужно. Ведьмы, они уверенные в себе люди, они очень ревниво относятся к своей сфере. Любая ведьма, влезешь в ее работу, начнешь что-то там говорить, какие-то указания давать и получишь по башке. И уж тем более, чтобы она с кем-то советовала, с кого-то спрашивала, что правильно, что неправильно. Это вообще детский сад, конечно. Ну, о чем мы говорим там? Вот. Так что корона, друзья мои, это сила. И сила, которая передается много поколений. Вот те ведьмы, которые, может быть, не знают своих бабушек, предположим, вот, ну, не помнят, не знают, они воспитывались в другой семье, и так бывает. И эти люди не знают, были ли у них в роду такие сильные бабушки, скажем так. Они не могут сказать о том, что они приняли корону, потому что они не знают свое родословное. Вот когда после них внучка, после внучки еще кто-то, 3-4 поколения придут, и они покажут себя во всех сферах магии знатоками, вот тогда они могут смело сказать, что они коронованы, что они приняли корону. То есть они приняли у сильных ведьм, которые себя уже показали, рекомендовали и доказали свою силу, что они приняли корону, что они приняли эту силу. Силу во всех сферах. Далее. Могут ли обученные ведьмы или кто-либо с помощью карт или каких-то иных приспособлений научиться видеть судьбу? Нет.
Друзья мои, карты, руны. На рунах вообще ясновидение и предсказания на рунах, рунные предсказания, оно не очень давно, собственно говоря, появилось. Рунами никогда не предсказывали. Руны всегда были для ритуалов, для защиты, для каких-то иных целей, там, призыва силы и так далее. Руны – это тайнопись Вселенной, и об этом есть у меня лекция. Но, как бы там ни было, есть сейчас рунное предсказание, таро, оракулы и все прочее. Невозможно никому без определенной силы, даже с помощью таких приспособлений, инструментов, атрибутов магии, предсказывать. Это должно у человека быть. Любой человек может взять таро, там, оракул любой и пытаться предсказывать. Что-то выпадет, но это не говорит о том, что это правда. Если человеку не дано, прежде всего у человека должно быть ясновидение. Карты просто вспомогательный инструмент, не более того. Карты выдают 30% всего того, что тебе и так приходит. Просто карты экономят твою энергию. Тебе легче отталкиваться, видя перед собой картины. И все. Кроме всего прочего, карты. Сейчас очень многие создают таро просто так, от балды, или компьютерные какие-то фотографии печатают и создают оракулы и все прочее. Создавать карты могут только сильные мастера. Некоторые из них не обязательно, чтобы магией занимались, но им дано. Они это создают, а мастера этим пользуются. Я вам говорила, что в магии есть понятие как дока. То есть человек-собиратель. Он собирает заговоры, старинные там ритуалы и так далее, создает книгу. Этими книгами пользуются мастера. Он не должен лезть в магию. Как только он лезет в магию, все портится. Я не буду называть авторов книг, но есть достаточно хорошие авторы книг, популярные, которые в магии известные авторы. И вот они были замечательные книги, они скупались просто и очень, собственно, популярность имели, сейчас имеют. Но как только их авторы начали говорить о том, что они занимаются магией, это все продешевило. Это все потеряло свою таинственность. Потому что не дано этим авторам заниматься магией. Им дано только собирать и создавать книги. Это называется дока. Вот подобные собиратели и создаватели книг и карт существуют. Люди, которые никогда не занимались магией, не занимаются, но им дано. То есть они в сфере магии именно в роли собирателя. Они создают необычные колоды. Эти колоды, их видение потустороннего мира. И вот это вот интересное видение потустороннего мира используется практиками для работы, но все ли могут создать колоду? Друзья мои, я в магии более 20 лет. Я до сих пор не готова создать колоду. Не готова. Я считаю, что еще не пришло то время, чтобы создавать колоду. Колоду создают не для красоты и не для продажи. Колоду создают, чтобы показать миру свои видения, как ты видишь потусторонний мир. Это можно назвать таро, оракул. Конечно, не будет то классическое таро. Но в любом случае колоду создают сильные мастера. Вот, например, колода Алистера Кроули. Почему эта колода как живая и нравится всем? Потому что создал эту колоду сильный мастер. Будучи никем, просто взять интернетную халтуру, распечатать оттуда какие-то фотографии, где-то потемнее сделать, где-то посветлее и говорить, что это работа, это не работа. Там нет работы. И это мертвая колода. Она ничего не будет говорить. Она ничего не раскроет, она ни о чем не расскажет. Поскольку за этой колодой не стоят силы. Понимаете, сила человека, она сопутствует и его работе, его книгам, его колоде, если он создает. Да вообще всему, что он говорит и делает в этом мире,
рядом со всем его деянием стоит сила и продвигает это все вперед. Когда у человека нет силы, все, что он создает, это мертвое. Мертвая колода, мертвая книга ни о чем. Вы не покупали никогда книгу, например, думая, что вот ритуалы, заговоры денежные, и причем там это закрыто так, что не можешь открыть, нельзя открывать, смотреть просто так. От балды кота в мешке берешь, открываешь, а там вода водой, интернетные просто статьи о камнях каких-то, вот, о чертогах. То есть то, что ты можешь прочитать. Просто, знаете, заполнили страницы, чем могли, и несколько каких-то бредовых якобы ритуалов, там, вот, деньги, деньги, приходите, я вас жду, или что-то в этом роде, и у вас очень сильное разочарование, потому что вы понимаете, что эта книга мертвая, в ней нет ничего, в ней нет ни энергии, ни информации, ничего, она создана просто, чтобы продавать. Вот одну волну продали, потом уже не могут. Почему? Потому что друг другу люди передают, что там чушь собачья, уже не берут. Когда человек одаренный, когда ему это дано, когда это приходит от сил, то этому человеку дают эту информацию и дают силу, дают энергию, защиту это продвигать в массы. Потому что они так желают. Это желание сил. А когда человек просто пытается создать что-либо якобы, при этом у него нет этой энергии, у него нет благословения, сил, и у него ничего никуда не пойдет. Просто первая волна, еще раз говорю, не знающих людей купят, и на этом все остановится. Так что не обучаясь, не пытаясь через какие-то интернет-школы магии что-то узнать, ведьмами становиться невозможно. Это нереально. Это должно быть дано. А если кто-то играет в магию, то через некоторое время отходит от этого, потому что понимает, что либо умрет, либо остановится. Я думаю, хорошо, что мы с вами обновили мою лекцию. В принципе. Может быть, от таких несчастных тоже есть какой-то толк. Действительно. Вот видите, снова вспомнили, как там повторение мать учения. Я как педагог люблю по полкам расставлять и по новой иногда обновлять, напоминать, чтобы информация осталась в голове и подсознании. Всем удачи и всех благ.